Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня посмотрим поток о вас. Без вопросов, что захотят нам передать сегодня именно о вас, какую информацию важную для вас. Сейчас. Так, 3 позиции. Поток о вас. Первая позиция. Так, второй вариант. И третий. Выбирайте, пожалуйста, свой вариант. При желании можно посмотреть весь расклад целиком, все 3 варианта. Может быть, полезным будет для вас несколько вариантов. Кому как больше нравится. Так, я начну. Первая позиция. Поток о вас. Так. Так, сейчас. Смотрите, у вас здесь произошел какой-то прорыв. Выход из тупика, возможно, какого-то, который, с чем-то вы разобрались, окончательно закончился, у вас может быть какой-то период такой застоя, да? Вот мне кажется, здесь очень для многих проиграется, что это как-то связано было с отношениями, со семьей, с отношениями с семьей. Может быть, вы здесь не могли определиться с чем-то, что-то выбрать не могли. Был прям вот тупик, вот что-то стояло, как будто в стенку уперлись и не знали, куда вам дальше идти, куда вам дальше двигаться. И вот с этим вы наконец-то эту ситуацию победили. Либо вы сейчас вот в этой ситуации и говорится о том, что вы побеждаете эту ситуацию, преодолев какие-то свои зависимости, да, какие-то такие вещи, которые вас сдерживают, сковывают, но это как-то влияет именно на ваше какое-то самочувствие отрицательно. Вот этот барьер вы сейчас преодолеваете. Здесь говорится о том, что вы долго были в этой ситуации, долго находились в этой ситуации, долго находились в тупике. И вот сейчас, наконец-таки, вы нашли в себе силы выйти, наконец-то, из этого застойного момента. И здесь ситуация вы решаете в свою пользу. Вы здесь ситуацию решаете в свою пользу. Да, ситуацию здесь вы решаете в свою пользу. Плюс к тому еще вы как-то, знаете, вот может быть вы сейчас приняли какое-то решение, серьезное для вас решение, знаете, касаемо вашего будущего, касаемо ваших каких-то дальнейших планов. Может быть, у кого-то это, кстати, быть связано как-то с перемещениями, с переездами, с какими-то также, может быть. И вы решились на переезд какой-то, если, да, особенно если этот переезд каким-то образом связан с отношениями, то есть с отношениями любовного формата, то здесь очень хорошо проиграется то, что вы, может быть, не решались поехать куда-то, да, то есть, может быть, съехаться с партнером, либо переехать вместе с партнером. Что-то вам мешало, какая-то была преграда, препятствие, и как будто бы вас что-то держало. Именно вас было, то есть за вами, получается,
последнее слово было вот здесь, последнее решение. Может быть, даже, знаете, как будто бы обстоятельства были такие, либо внешне кажется, что не вы решали эту ситуацию, но на самом деле эту ситуацию решали вы. Все зависело именно от вашего решения. И вот здесь вы решаетесь, наконец-таки, сдвинуться, переехать, уехать куда-то, да, пойти на контакт с кем-то. Либо же здесь вы действительно каким-то своим волевым решением, если это касается не отношений, а вот какого-то тупика, какого-то в чем-то другом, то здесь вы больше не хотите себя обманывать в чем-то, вы больше не хотите себя ущемлять в чем-то, не позволяете никому собой манипулировать, выбираете именно себя в какой-то ситуации, именно свои интересы в какой-то ситуации и делайте правильно. Потому что если вы сейчас приняли решение и, допустим, у вас есть переживания по поводу того, не слишком ли вы поступили, так скажем, тут даже не эгоистично, но не слишком ли вы именно вот как-то для себя что-то выбрали, только для себя, не слишком ли это было, да, то здесь говорится о том, что вы все правильно сделали. Правильно вы сделали, здесь вы выбрали себя, выбрали свой собственный путь, свои желания, и больше не хотите оставаться в заблуждениях каких-то, не хотите закрывать глаза на правду, не хотите закрывать глаза на то, что вы где-то, может быть, себя в чем-то обманывали, да, то есть вот здесь вот вы как будто бы разобрались в каком-то моменте, либо вы сейчас вот в этом процессе, в котором вы сейчас разбираетесь, в котором вы сейчас принимаете решение выбрать себя, выбрать свои какие-то интересы и идти, в общем-то, строить дальнейшие планы именно исходя из ваших личных интересов, из ваших желаний. И отстаиваете вы свою позицию, и отстаиваете свои какие-то важные для вас вещи, то есть вы готовы за них побороться, вы не готовы сдаваться или кому-то уступать. И это верная позиция, это правильная позиция. Вот здесь вот больше, конечно, проигрывается, знаете, такой момент, который связан с отношениями, что был какой-то тупик, выбор, и особенно для тех, у кого были либо переход на новый уровень, либо вот то, что вы решаетесь куда-то переехать, поехать, это проигрывается очень хорошо. Но в любом случае здесь, смотрите, говорится о том, что вот тем самым вашим выбором, да, который вы совершили, который вы сделали, вы открыли для себя правильную какую-то дорогу, очень надежную дорогу, дорогу в счастье, в стабильное счастье. Смотрите, кто-то здесь действительно благодаря тому, что отстоял свои интересы в чем-то, а благодаря тому, что отстоял свои желания, защитил свое вот право на счастье, защитил свое будущее, которое будет успешным, стабильным, таким вот добротным, понимаете, уверенным. То есть это действительно прямо когда у вас во всех сферах все налажено, но это как-то связано с вашим решением, с тем, что вы приняли правильное решение, правильное, верное решение. И здесь вы себя ни в чем не обманули. Здесь вы выбрали по сердцу, по своим интересам, по своим чувствам и доверились, как будто бы сами себе доверились. Выбрали себя и сделали верно. Но есть у кого-то, знаете, какие-то сомнения по поводу того, не слишком ли, может быть, это эгоистичная какая-то позиция, да? Вот у кого-то могут быть такие мысли. Здесь говорится о том, чтобы вы не волновались, что вы сейчас на верном пути, что вы сделали все правильно, выбрав именно что-то лучшее для себя. Потому что здесь впереди, вот как будто вы отстояли свое будущее, свой комфорт, свою надежность, свое счастье отстояли. Если это касается работы, какой-то деятельности вашей, какое-то право заниматься тем, чем вы хотели бы заниматься, это также сюда идет, да, то, что вы отстояли свое комфортное, прекрасное, обеспеченное будущее. Для тех, у кого здесь переход в отношения, переезд куда-то, то здесь тоже, да, будьте уверены, что там у вас все будет хорошо, стабильно и будет развиваться все правильно. Вы будете как будто бы за каменной стеной там. Не бойтесь, что вы будете как-то уязвимы. Нет, вы будете защищены со всех сторон. То есть все у вас там сложится благополучно. Но здесь вы сделали какое-то вложение в свое будущее. Правильный выбор, связанный с вашим будущим.
Может быть, кто-то выбирал какого-то партнера, может быть, кто-то выбирал куда-то поехать, либо какой-то свой интерес вам пришлось отстоять, да, какие-то свои желания, может быть, даже со спором, может быть, даже кому-то что-то доказать, но это все было сделано верно. Либо вы сейчас в такой ситуации, тогда здесь вам послание такое: стойте на своем, выбирайте ваши желания, не дайте себя обмануть, ни себе, ни другим. Благодарю вас за просмотр. Так, второй вариант. Поток о вас и для вас. Так, ой. Смотрите, а у вас здесь что говорится о том? Либо это о вашей энергии, да, идет речь, о том, что о вашем внутреннем состоянии, о каком-то периоде, сложном, тяжелом периоде, когда вы были без сил, абсолютно, знаете, потерянные, может быть, действительно без ресурсов каких-то. Может быть, здесь и говорится о том, что у вас с финансами была какая-то сложность, финансовое положение было сложно. Вот здесь эта вся история, она завершается. Но если мы говорим все-таки о вас лично, то это, скорее всего, говорится о вашем внутреннем состоянии, о вашем каком-то периоде сложном, тяжелом, то есть период каких-то потерь, период бессилия какого-то, он завершается. Вы сейчас наполняетесь энергией, и у вас настолько много этой энергии, что вы даже сможете ею делиться с другими людьми. Но здесь главное что? Главное, что вы это будете делать с умом, с разумом, то есть вы не будете раздаривать свою энергию направо и налево на какие-то, может быть, переживания, на какие-то конфликты. Здесь вы будете сохранять какой-то внутренний баланс, свою благостную энергию при себе, и будете, конечно же, думать, так скажем, да, во что вкладываться энергетически. Все-таки здесь я думаю больше о внутреннем таком состоянии энергетическом идет речь. Но если у вас это также может быть связано и с деньгами, да, потому что все-таки от нашей внутренней энергии деньги это тоже энергия, да, то есть наша внутренняя энергия положительная, она и прибавляет нам финансы. Возможно, вы были настолько обесточены в какой-то период, да, в последний, что у вас могло это как-то отразиться на вашем финансовом положении. И здесь тоже также говорится, наполняя себя положительной, правильной энергией, в вашу жизнь приходят ваши ресурсы, финансы вливаются новые. Но опять же, здесь вы с умом подходите к тому, как вы расходуете свою энергию, свой ресурс. Вы это держите как-то в балансе, в гармонии, в правильном направлении, все это сохраняете, приумножаете, и получается так, что вы как будто бы входите в какое-то состояние изобилия, и благодаря этому, то есть по энергии, и благодаря этому к вам приходят деньги. Но здесь есть такой момент, что вы где-то кому-то будете в чем-то отказывать, в каком-то своем общении будете отказывать, в какой-то своей, может быть, в каком-то внимании, да, своем, вы будете отказывать каким-то людям, которые, возможно, могли вас в такое состояние вводить нехорошее, да, которое вас обесточивало. Знаете, как будто бы здесь вы больше не пустите в свою жизнь вот этих вот болезненные моменты. То есть на данном этапе у вас происходит этап какого-то исцеления, восстановления. Восстановления сейчас этап вы проходите. Вот на тот момент, когда вы включили этот расклад, слушайте, у вас происходит восстановление, какая-то регенерация внутренняя. Новые силы, новые энергии к вам приходят. Вам нужно время.
Здесь говорится о том, что вам нужно время сейчас для того, чтобы восполнить свои силы. Вот когда вы полностью наполните свой сосуд, тогда вы сможете и взаимодействовать, так скажем, с другими. Когда вы будете полны энергии, когда вы будете чувствовать, что уже вы, ну, так скажем, в ресурсе. Вот это состояние, оно к вам придет, и вы почувствуете, когда вы, что у вас появится желание действовать, желание что-то делать, творить, какие-то новые идеи у вас появятся, новые планы. Но вам нужен сейчас какой-то период, может быть, несколько дней, это может быть, да, пару недель, либо неделя, либо пару недель на восстановление от какой-то вот энергетической выкачки. Прям вот какая-то была вот энергетическая выкачка у вас прям со стороны. Это либо вот какой-то конфликт такой произошел, либо что-то неприятное произошло у вас, либо вот вы, может быть, что-то прорабатывали, какие-то моменты на подсознании, с подсознанием, с прошлого, с вашего поднимали какие-то сложные моменты, и туда ушло очень много энергии. Вы их закрыли вот окончательно, эти сложности, да, вы закрыли их, но туда действительно вам пришлось побороться, вложиться энергетически много, туда ушло много энергии, и вам нужно сейчас период, как минимум неделя на восстановление, на то, чтобы вам восстановить ваш какой-то вот внутренний баланс, да, вот чтобы наполниться. Ну и здесь что вам говорится? О том, что вам сейчас не тратиться на каких-то вот людей, на какие-то вот такие неприятности вокруг, не обращать на это внимание, отказываться, не вовлекаться ни во что. Плюс еще к тому постараться наполнить себя какими-то положительными эмоциями, тем, что вас радует, что вам приносит удовольствие, что действительно именно только лишь для вас. Вот и через это, когда вы наполнитесь, да, у вас еще и улучшение по финансам может пойти, для кого это актуально, да, у кого, кто почувствовал это не только на своем здоровье, но еще и на финансовом отразилось в плане у вас какая-то вот либо нападка со стороны, либо вот это ваша какая-то чистка, проработка, что-то такое, отпускание прошлых каких-то сложных программ, да. Вот здесь все хорошо, у вас идет период восстановления, целостность приобретаете, и вы наполняетесь энергией, наполняетесь чувством любви. И опять же, здесь все же надо поработать над тем, что, ну, как бы, знаете, вашей главной сейчас задачей, вашей главной работой будет то, что вы будете себя наполнять позитивными эмоциями, положительными, вот именно что-то связано с чувственным аспектом, с любовью, с тем, что вам дарит вот это состояние любви, состояние радости. Даже не столько радости, сколько вот какой-то любви, принятия, нежности какой-то, какие-то вот такие вот положительные, может быть, люди, да, которые вас действительно вас наполняют, тогда да, действительно стоит здесь уделить этому внимание. Еще здесь что? Сейчас. Что-то здесь все-таки это как-то на финансах у кого-то это действительно завязано. Нет, это должна быть работа, да? Такая проделана. Да, работа должна быть, да, вот работа должна быть проделана с тем, что вы наполняете себя вот этой вот энергией любви. Вот вам нужен какой-то период восстановления. Я не знаю, у кого-то действительно что-то произошло не очень приятное, у кого-то вот освобождение произошло от старых программ, но они вот прям очень такие нехорошие были у вас, потому что они вам... У кого-то действительно прям, знаете, перекрывало вот финансовый как-то канал, да, эти программы. И вы, освободившись от них, очень много энергии потратили. Вам нужно восстановиться, если у кого как. Вот смотрите, что-то так прям раздвоился поток, у кого какая здесь ситуация. Но самое главное, что вот сейчас вы в периоде восстановления. Вам нужен период восстановления. Период того, когда вы никуда не тратите свою энергию и принимаете, так скажем, все самое хорошее для себя, да, самое приятное. Вот именно как-то связано с тем, что вам приятно, что вам хорошо, где вам комфортно. Даже не комфортно, а вот вашей душе вот
приятно как-то. Как вот мне это все передать-то? Душе приятно вашей, чтобы вы чувствовали, что вас наполняет, вот как-то внутренне, да, любовью наполняет вас. Вот опять эта карта выходит. Говорит здесь, будьте внимательны, чтобы вы не допускали каких-то негативных эмоций. Вот вам сейчас вот именно как-то надо уделить очень внимательно и скрупулезно следить за своим состоянием. И все же действительно здесь будет у вас это завязано на финансовом канале как-то. То, что вы наполнитесь внутренне чувством любви, благодарности, принятия, вот такого вот, может быть, у кого-то действительно с партнером что-то будет происходить, какие-то такие вот приятные моменты. Здесь вот вас предостерегают о том, возможно, здесь о том, чтобы вы не тратили энергию на то, что уже ушло, то, что вас когда-то разочаровало, а просто отпустили этот момент. Просто отпустили и перестали на нем фокусироваться. Вот если вот это вот обесточенность такая, спад энергии был связан с каким-то разочарованием, особенно если это как-то касалось вашей любовной сферы, то отпустите эту ситуацию, потому что новый период обновления, то есть полностью эта страница закрылась, просто перевернули страницу и пошли дальше, да, вот так вот. Эта страница закрыта, у вас идет новый этап, новый период, но сейчас вам надо восстановиться и наполнить себя только позитивной, то есть чистой энергией любви. Вот как-то вот здесь завязано все на энергии любви, но с этим тесно связаны какие-то финансы. То есть финансовый какой-то приток, понимаете, приток финансов связан очень тесно с энергией любви. То есть вам нужно наполниться любовью, наполнить себя любовью именно. Угу. Ну, это я поняла, что это программы какие-то у кого-то отпускались, вы их прошли. И прорыв теперь происходит. Что это вот энергия любви, как мне ее понять, не объяснить я не могу. Закрываться, в общем, как говорит, закрываться от всех конфликтов, от всех вот этих вот моментов. Постараться сейчас никаких вот каких-то активных, ни в чем таком, в какой-то активности не участвовать, да, постараться спокойствие, как-то вот, может быть, эту неделю провести в каком-то таком вот спокойном состоянии, может быть, что-то почитать для себя приятное, что действительно вас радует, вашу душу радует, да, ну вот как-то вот так вот себя окружить какими-то приятными вещами. Если связано как-то что-то с вашим партнерством, и вы там была какая-то у вас обида, то отпустите эту обиду и просто как будто этого не было. Я не знаю, как-то вот так вот надо вот это растворить и погрузиться в эти отношения, как будто бы заново, да, как будто бы заново все начать, но именно с чувства любви, чтобы не было никаких обид, никаких претензий друг друга, чтобы вы вот безусловно как-то друг с другом вот начали какой-то новый этап. Это будет победа ваша, да? Новый этап. Вот просто понимаете, что здесь ушло вот это вот, если у вас были какие-то конфликты в отношениях с важным для вас человеком, что-то, какие-то вот обиды, какие-то колкости, просто отпустите, потому что этот этап, он завершен, вы его прошли, вы победили. Нужно как будто бы полностью его отпустить, простить, отпустить вот эту всю ситуацию и вообще к ней не возвращаться, особенно вам мыслями, очень важно, потому что вам-то нужно наполниться, восстановиться и наполнить себя чувством любви, искренней вот такой чистой любви, без каких-либо претензий, без каких-либо обид. Я не знаю, как еще объяснить. Просто я чувствую, понимаете, я чувствую внутри, что кому-то вообще вот непонятно, что я здесь говорю. Может быть, но если вы до сих пор смотрите этот вариант, значит, здесь переслушайте, может быть, пару раз этот вариант, потому что здесь очень важная, понимаете, информация. Я чувствую, что здесь очень важная информация, но я не могу никак вот объяснить, чтобы было ясно. Я не могу это вот ощущение передать внутреннее, да, потому что здесь как будто бы еще и ситуации разные. Вот, то есть как-то вот много ситуаций сюда идет мне.
как-то вот иногда читаешь, потом прям вот все четко идет, а здесь вот прям много ситуаций сюда идет, как будто вот с разных сторон. И я не могу вот как-то это объяснить так, чтобы всем подошло. Не знаю, первый раз такое. Так сложно. Вот, благодарю вас за просмотр. Я надеюсь, что-то полезное для себя вы здесь найдете в этом потоке. Так. Третья позиция. Так, поток о вас. Одни старшие арканы вышли. Ой-ой-ой. Посыпались карты все. О, и опять старшие арканы. Ну, смотрите, здесь вы входите в какую-то свою силу, в период какой-то своей силы, своей стабильности, своей уверенности. Вы в чем-то приобретаете большую уверенность, силу, мудрость. Что это? И причем это, знаете, очень надолго. Слушайте, одни старшие арканы, я вообще в шоке. Здесь, получается, вот только две карты, все остальное это старший аркан. Смотрите, очень-очень, может быть, здесь вы где-то глубоко, так скажем, могли проработать какие-то свои страхи. И через это у вас раскрывается какая-то сила, уверенность, мудрость ваша. То есть вы входите в период какой-то особенной какой-то вот такой вот проявление вашей силы. Так, и знаете что? Здесь какая-то, как вы сейчас будете, то есть эта энергия, да, все-таки кто-то здесь вот разобрался со своими какими-то страхами, тараканами, да, из прошлого, прошел какой-то период, погрузившись в себя, внутрь себя, вот прям вот глубоко поработали над собой, глубоко переосмыслили что-то внутри себя. И тем самым вы сейчас раскрыли какой-то новый потенциал в себе, очень мощный, который может вам помогать осуществить ваше очень ценное для вас желание. То, что вы действительно очень хотели. То есть вот этот ресурс, он такой мощный, очень большой. Вы можете направить его на то, что вы очень хотели, и это осуществится у вас. Да, ваша мечта какая-то осуществляется здесь, благодаря тому, что вы прекрасно. Благодаря тому, что вот вы какую-то проработку такую темную довольно-таки прошли. Да, вы победили какой-то обман внутренний самообман какой-то вы прошли, связан у вас со страхом каким-то, был. Вот вы его проработали. Это все-таки, наверное, такая позиция для тех, кто действительно... Просто кто-то здесь, понимаете, здесь о том, что кто-то действительно вот целенаправленно этим занимался. То есть погружался в себя, разбирался в себе, копался в себе для того, чтобы понять, разобраться, в чем причина и избавиться от этой негативной причины. И у вас получилось. У вас получилось, благодаря этому у вас сейчас раскрывается какой-то мощный такой поток, мощная энергия. Вы входите в период, стабильный период вашей силы, который помогает либо осуществлению ваших планов, ваших намерений, желаний в большом количестве, либо вот какое-то одно очень большое глобальное вы можете сейчас реализовать. Так. Ну, и опять повторяю поток о том, что вы разобрались с каким-то страхом из прошлого, да, с тем, что вас сдерживало, благодаря этому у вас происходит прорыв. Так, что это? Это может быть и желание связано с человеком, что ли? Да. Смотрите, у кого-то вот это желание, да, которое вы сейчас можете осуществить, оно может быть связано с партнерством, с тем, что для вас важно именно в отношениях.
что для вас важно в отношениях, вы можете получить. Вы можете туда энергетически вложиться и достичь результата. Смотрите, еще также может быть, почему у вас не было, так скажем, в отношениях все так, как вас бы устроило, либо вообще, может быть, не было отношений. Потому что вот этот страх какой-то, с которым вы разбирались, он был как-то завязан в прошлом, да, может быть, у кого-то даже в детстве, на противоположном поле. То есть этот страх он связал как-то, то есть он ставил блок на отношения, получается так, на правильные отношения. Правильно я понимаю? Вызывал какие-то, знаете, конфликты, подозрения, разочарования именно вот в отношениях. Это вот из прошлого. Вот с этим вы разобрались. Да, с этим вы завершили. Карта такая. С этим вы завершили, вы с этим разобрались, с этой ситуацией. Эта проработка, она, то есть проработка, вот этот вот период, когда вы погружались, так скажем, в себя, он был непростым. Что-то вам тут даже, знаете, как будто бы извне помогло разобраться с этим, с этой вот какой-то из прошлого, вырваться вам, как будто бы, знаете, высшие силы вам показали, открыли глаза на что-то, они вам помогли выбраться, то есть помогли пройти вот эту загвоздку. И благодаря этому вы сейчас вошли в свою силу, вы можете осуществить какое-то очень важное для вас желание, которое, скорее всего, связано с отношениями. Может ли не с отношениями быть связано? Но, скорее всего, все-таки с отношениями. Но в любом случае здесь о чем? О том, что вы можете сейчас даже какие-то свои мелкие желания, мелкие какие-то задумки очень легко осуществлять. То, что вот вы хотите, может прям, знаете, как-то незаметно для вас появляться в вашей жизни. Очень просто, легко. Но больше все-таки это, мне опять говорят, связано с отношениями, с каким-то разочарованием в прошлом в отношениях, что у вас не получалось, что где вы теряли, где в отношениях, где у вас было как-то не очень хорошо. Вот здесь, получается, у вас проработали в этот момент, докопались вы до истины, и тем самым вы как будто бы меняете все вот это вот, саму модель отношений, меняете. Либо у вас какой-то партнер новый, либо вы с партнером как-то совершенно по-другому начинаете себя вести, чувствовать как-то стабильнее и чище все происходит. И опять же, больше доверия здесь, понимаете, появляется в отношениях, больше доверия, больше любви. То есть, может быть, какие-то подозрения, какие-то недоверие, оно уходит. То есть тут, наоборот, больше доверия, больше принятия в отношениях, налаживания отношений. Ну и опять же, большой ресурс на то, что вы достигаете какой-то важной для вас цели. Если это связано с каким-то конкретным человеком, значит, у вас здесь, то есть, налаживание каких-то отношений, да, то есть с важным для вас человеком, то здесь очень хорошо это проигрывается. И о том, что какие-то вот желания, они у вас прям вот легко реализуются, потому что вы прям в периоде своей силы, важный очень период для себя у вас начинается. Нет, это прям только на... Понятно, да? Ладно, да, все. Здесь, в принципе, я спрашивала про другое, про то, что может ли это быть какие-то проекты, там все. Вот здесь как будто, знаете, дано именно вот на то, чтобы наладить вот какую-то сферу в отношениях с противоположным полом у вас. Вот это вот для вас важно, и эта сила, она дается именно на это, на то, чтобы вот эту сферу как-то гармонизировать, да, наладить, улучшить. Она для вас сейчас, видимо, наиболее важная. Получается так. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам всего доброго, чтобы у вас все было замечательно. Спасибо вам большое за ваше время, за то, что вы провели его со мной. До новых встреч!